Чья любовь тебя согреет? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад, делитесь этим видео, подписывайтесь на канал и, конечно же, пишите побольше комментариев. Ну а самые стойкие, как всегда, узнают кое-что интересное, да, какой же совет Таро вам подскажет. Итак, в каких энергиях вы находитесь? А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ну, знаете, вот я бы вас назвала парень хоть куда. Вот говорю абсолютно без лести. Вы, во-первых, и за собой следите, а вы такой человек аккуратный, вы чистоплотный, и вы то же самое цените в других людях. Даже, может быть, в каких-то моментах бывали в вашей жизни такие случаи, что вы, ну, даже требовали, может быть, даже от своей женщины, да, от своих детей, требовали какую-то аккуратность, да, потому что вы не терпите, даже когда, может быть, вещи лежат не на том месте, да, не на своем месте. Вы не терпите, когда разбросаны вещи, да, когда не убрано в доме. То есть вы, ну, может быть, даже патологически такой аккуратист. Ну и сразу же давайте, мои любимые мальчишки, сделаем опрос. Напишите все в комментариях. Вы действительно такой вот, ну, супер аккуратист? Или так себе, не очень, да? Или, может быть, вам вообще не важно, чисто, грязно, как в доме? Следите ли вы за собой? Пишите, всегда очень интересно почитать. Вы цените также и женскую внешность. Лишь бы какая, неухоженная, тем более неаккуратная женщина, ну, даже не рассматривается вами от слова совсем. Вы к такой даже не подойдете, я уже не говорю, что вы не будете строить отношения с такой. Хотя, опять-таки, у кого-то из вас проиграется однозначно, что были в вашей жизни женщины, возможно, даже с которыми вы были в отношениях, которые немножечко так в процессе жизни, да, в процессе брака, может быть, немножко расслабились и как-то вот, ну, забили, да, на аккуратность. Они могли поначалу довольно неплохо выглядеть, а потом как-то за собой, может быть, перестали особо ухаживать. Могли как-то спустя рукава даже домашние обязанности делать. Напишите, у кого проигрывается. А для вас это трэш, да? Для вас вот именно это такой, может быть, даже пунктик, я бы сказала, вот именно чистота. Причем, знаете, сюда можно даже отнести чистота помыслов. Сюда можно отнести очень серьезную неприязнь к какой-то лицемерной, как сказать, к лицемерному поведению, наверное, так будет правильно, да, потому что вы это очень видите, вы очень чувствуете, вы просекаете, когда люди притворяются, когда пытаются льстить ради какой-то выгоды, да, вы это, ну просто, вы это на дух не выносите. И в вашей жизни были разочарования, когда люди, которых вы, ну, считали, может быть, близкими, да, у кого-то это друзья, у кого-то женщины, у кого-то это родственники проиграются, ну, которые очень сильно вас разочаровали именно из-за своего вранья и лицемерия. Поэтому я бы сказала, что вы из тех людей, которые прощаются. Вот прощаются с такими вот предателями, обманщиками. Вы их не будете терпеть. Ваша жизнь полна вот каких-то тайн, да, и они у вас в жизни периодически открываются, эти тайны. То есть вы в процессе своей жизни узнаете какие-то ситуации, которые вас порой шокируют. Вы можете даже в комментариях описать, да, может быть, какую тайну вы узнали. Понятное дело, что у каждого это будет своя тайна. Это может быть даже шокирующая тайна. Может быть, ну, я не знаю, здесь примеры приводить даже неуместно, потому что вас очень много, и у каждого это свои варианты будут. Может быть, кто-то узнал, что не ваш ребенок. Может быть, кто-то узнал там еще какие-то, что жена изменяет, да, это вас шокировало. Может быть, еще, ну, то есть, вот ваша жизнь вот как будто переполнена тайнами. И они еще у вас будут, между прочим, ребята, открываться. Вы будете узнавать такие моменты, которые
кого-то порадуют, кого-то шокируют по-своему. Поэтому будьте готовы к разным сюрпризам в жизни. Вы такой, знаете, вот я не могу сказать, что вы прям такой уж чересчур такой серьезный дяденька, да? Вот есть какая-то в вас, ну, безбашенность, ну, по-хорошему, да, вот взбалмошность, какая-то, ну, такая нотка юначества. Хочется сказать, вот, ну, даже дурашливость какая-то. Ну, простите, я это не в злом каком-то умысле говорю, но вот что-то такое пацанячье есть. Вы можете даже эти нотки найти в себе, в своем характере. Уже, кстати, у нас как-то проигрывалась такая ситуация в сигнификации, когда вот показывала, что вы любите поддурачиться, вы любите вот, ну, пошалить, что-то такое учудить, но опять-таки я делаю акцент, что вы это делаете исключительно с близкими людьми, либо же со своей женщиной, да, либо же с друзьями, ну, то есть в тесном-тесном кругу. Есть в ваших глазах какая-то такая задоринка, но это такой привет из юности, привет из прошлого, и неважно, сколько вам лет. Как известно, ну, все мы в душе, наверное, дети, все мы молоды в душе, иногда хочется, ну, реально почудить, пошалить, поприкалываться, да. Стареет всего лишь оболочка, и вы это прекрасно понимаете, о чем я говорю. Вы человек, который ужасно ценит искренность в отношениях. Вы цените отдачу. Вот ради той женщины, которая будет ценить и любить вас по-настоящему искренне, а вы это 100% почувствуете, вы готовы, ну, реально просто весь мир бросить к ее ногам. Вот настолько для вас важна отдача в отношениях, важна взаимность. Напишите, ребят, что вы думаете по этому поводу. Вот именно многие из вас даже мечтают о такой настоящей, о лебединой верности, да, потому что обжигались, потому что вас предавали. Мечтаете о такой вот лебединой взаимной любви, когда вот все в унисон, когда все с приставкой взаимно. Взаимоуважение, взаимопомощь, да, взаимоподдержка, все-все-все взаимно. И есть среди вас те, которые так сильно нуждаются как раз в такой любви, потому что, ну, далеко не все из вас испытали такую вот настоящую любовь. Вам казалось, что вас любят, но потом, спустя какое-то время, вы понимали, да, как будто открывались глаза, вы понимали, что с вами совершенно не тот человечек. Как будто вообще она либо же менялась на 180 градусов, либо же это был какой-то, ну, реальный момент притворства, да, вот в целях выгоды, какая-то корыстность просматривается в этом. И я думаю, среди вас также есть люди, которые могут смело сказать, что я не знаю, что такое взаимная любовь, что такое женская настоящая ласка, забота, да? Напишите, ребят, кто не знает. Кто знает, тоже можете писать. Вот напишите, давайте писать. Вот, ребят, не всегда так интересно читать. Иногда грустно от того, что вы пишете. Иногда вы меня смешите, я вообще ухахатываюсь от ваших прикольных комментариев. Поэтому всегда я только за любой кипиш. Поэтому есть некая такая грустинка у тех, кто ищет любовь, кто хочет любви. И, конечно же, среди вас есть те, кто вроде бы в отношениях, но вот такой вот лебединой любви нет. Есть холодность, есть одиночество вдвоем. Это тоже у нас уже не один раз выпадало в сигнификации. Поэтому, ну, таким людям я могу только посочувствовать. Я не представляю просто, знаете, конечно, у каждого свои мотивы, я никого не берусь осуждать, но я не представляю, как можно жить с человеком, который тебе как сосед, да, с которым нет тепла, нежности. Я про любовь уже вообще не говорю. Поэтому задумайтесь, ребят, может быть, как-то все-таки брать себя в руки и менять свою жизнь. Зачем прожигать жизнь рядом с чужим человеком? Итак, погнали. Чья же любовь вас согреет? Какая женщина, ух ты, пожалует к вам? Знаете, это даже похоже на какую-то награду небес, награду высших сил. В вашу жизнь пожалует женщина,
Вот как раз с которой вы узнаете, что такое настоящая любовь. Вот не успела я озвучить, ну просто мистика, да? И сразу же нам показывают карты, что вы встретите женщину, которая будет вот вашей реальной второй половинкой. Да, вы многие могли думать, что уже была половинка, сколько можно этих половинок, не может быть 10 половинок. Нет, мои хорошие, вот эта женщина, она будет действительно даже ощущаться вами как, ну, как единое целое. Вот пазлы, когда сходятся, вот это та же самая ситуация, когда комфортно, когда хорошо даже помолчать, когда все вместе и когда не устаешь от присутствия друг друга. Это женщина, которая будет, она будет немножко моложе вас, она будет, ну, она скорее такого среднего будет телосложения, не толстушка, нет. Она за собой ухаживает, она неплохо выглядит, она как раз очень и очень чистоплотная. В этом вы с ней тоже сойдетесь, потому что вот этот пунктик чистоплотности, пунктик заботы о себе, о внешности, даже о своем здоровье, я бы сказала, это у вас очень такое большое объединяющее звено. Вы оба любите порядок, поэтому у вас порядок будет стопроцентный и в отношениях, и в доме там, где вы будете жить, если вы захотите. Потому что это будет вот именно та самая любовь, которая не заканчивается так быстро, да. Это не страсть, это не про эти отношения. Это ситуация, когда вы будете в сложных моментах жизни, да, а они периодически все равно бывают у каждого. Будут периоды, когда будут опускаться руки, да. Мы не будем сейчас углубляться в подробности, потому что у каждого они свои. Я буду говорить в общем просто. Это будут такие тотальные моменты поддержки, взаимной поддержки, да, потому что, ну, бывают, к примеру, да, вот я к примеру говорю, уходят близкие, да, вот на небеса, уходят там, допустим, друзья, приятели, то есть, ну, разные моменты бывают в жизни. Бывают проблемы по работе, по здоровью, у каждого свое. И вот в такие моменты, чтобы вы знали, ребята, что эта женщина, которая появится в вашей жизни, это будет, ну, ваше спасение, просто вот спасение не только от одиночества, это спасение будет от всего, от проблем, от невзгод. Эта женщина подставит свое хрупкое плечо в любой вашей сложной ситуации, и вы всегда можете на нее положиться точно так, как она сможет положиться на вас. Потому что опять-таки у вас все будет в унисон, у вас все будет взаимно. Это будет такая, знаете, красивая история любви, от которой у меня реально сейчас просто бегут мурашки. Вы не представляете, какая, ну, такая бомбическая, какая теплая энергетика идет от расклада. Это такая всеобъемлющая любовь, это такое переполнение чувств, эмоций, страстей. Конечно же, здесь и страсти будут выше крыши. Я думаю, уже многие за Бобиком заскучали, да? Хоть там мне кто-то и писал, что вы такое говорите, вы озабоченная, да? Не, ну то, что, конечно же, в каком-то смысле я озабоченная, да, потому что я отношусь к тем женщинам, у которых голова никогда не болит. Но это я вам по секрету сказала, так на ушко, вы меня никому не выдавайте, хорошо? Поэтому иногда я люблю даже в раскладах пошалить. Поэтому не обижайтесь. Кого это нервирует, вы можете просто пролистнуть видео и не заморачиваться, чтобы не падать в обморок от каких-то там бобиков, правда? Вот, поэтому, мои хорошие, смотрите, я вам скажу, что еще эта женщина станет таким вашим мотиватором, вам захочется вот то ли даже, может быть, сменить работу, либо же взять дополнительную, вот как-то ее хочется баловать, вернее, захочется, да, мы смотрим в будущее. Захочется баловать, захочется куда-то свозить, купить какую-то вкусняшку, какую-то, я не знаю, косметику, платьишко, ну, то есть у вас такой порыв страстей, порыв самоотдачи будет, потому что вы будете видеть ту же самую отдачу в ваш адрес. Потому что вы будете испытывать ту самую нежность, заботу, любовь. Вы будете кайфовать до такой степени, что,
но у вас будут просто глаза сиять от счастья. Это, кстати, увидят и окружающие. Вот, вы знаете, это будут отношения просто поцелуй души. Если кто-то слышал, есть такое выражение, когда люди соприкасаются душами. Одно дело соприкасаться телами, но это все хорошо, да? Но какой бы шикарный интим не был, вы понимаете, ребят, да? Вы все прекрасно это, в общем-то, понимаете, что даже на самом суперском интиме далеко не уедешь. Если нет родства душ, то все эти страсти очень быстро заканчиваются. Это все приедается, и человек начинает раздражать. Вот гармония, вы посмотрите, у вас начнется вообще такой, знаете, бомбический жизненный этап. Я сейчас даже в таком, вот вы, я думаю, даже по голосу слышите, в таком приподнятом настроении из-за этого расклада. Настолько вот мне вот эта энергетика вот просто передается до такой степени, ну, я не могу это даже описать словами. Вообще как-то поменяется ваша жизнь, станет более активной, больше будет поездок, путешествий, совместных же, конечно. Это будут какие-то, знаете, такие моменты, которые когда-то вот придет старость, да, у всех она придет рано или поздно, и вы будете вспоминать, как же хорошо было с этой женщиной, да. Я имею в виду не потому, что вы расстанетесь, да, я имею в виду, что будет что вспомнить. Вот вы будете сидеть, два такие старичка уже, да, и вспоминать, как же классно вот мы проводили время. А сейчас мы можем посидеть просто где-то там у камина, я не знаю, там возле дома на лавочке, погулять в парке за ручку. Но вам будет что вспомнить, как все было трогательно, как все было красиво и романтично между вами. Тем более, что, знаете, еще такой момент, который очень многих, я думаю, вас беспокоит. Женщина очень бережливая. Вот к деньгам она экономная. Она не относится к транжиркам, которые были у многих из вас. Она не будет у вас требовать золотые горы. Она не будет наседать и просить какую-то, искать даже какую-то выгоду у вас. Нет. И это не будет нужно, потому что она очень искренне такой человечек, она искренне полюбит вас, а вы ее. Вы сами, как любой нормальный любящий мужчина, вы сами захотите сворачивать горы ради нее. И я более чем уверена, что вы будете просто из кожи вон лезть, чтобы хоть даже мелочью, но порадовать. Вот просто даже мелочью. Я, знаете, мальчишки, я безумно рада, что у вас будет такая женщина. Сейчас мы еще для самых стойких, кто досмотрел видео до конца, посмотрим совет карт. Но это, конечно, бомбическая такая энергетика. Ну, это вообще давно у меня не было таких ощущений от расклада. Итак, мои хорошие, что вам советует Таро? Ну, в общем-то, это все, даже вот совет взаимосвязан. Ждите, мои хорошие, ждите в свою жизнь не просто женщину, это будет красотка, страстная, любящая, хозяйственная, с которой вы пройдете жизнь и в радости, и в горе. И это неминуемо, понимаете? Даже в совете карт у вас выпадает эта женщина. То есть она советует вам держаться руками и ногами, да, вот расклад вам советует, вернее, я уже заговариваюсь под конец. Держаться руками и ногами за эту женщину. В принципе, это можно и не подсказывать вам, да, вы сами будете это делать. Смотрите, период любви и романтики уже не за горами. И не важно, сколько вам лет. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!